Здравствуйте, друзья! Сегодня я предлагаю осуществить кулинарно-дегустационный экскурс в середину 20 века. И мы рассмотрим, так сказать, рацион питания солдата вермахта Восточного фронта, ориентировочно 42-43 года. Дело в том, что суточный рацион солдата делился на, собственно, еду, которую он получал ежедневно, а также неприкосновенный запас. Этот неприкосновенный запас выдавался командованием солдату в его специальную сумку и носился им до особого распоряжения. А вот непосредственно то, что готовилось солдатами вермахта ежедневно, мы сегодня рассмотрим. В данном рационе питания речь идет именно о наборе продуктов для солдат пехоты, то есть для вермахта, поскольку Люфтваффе, Кригсмарine питались по несколько отличающимся другим нормам. Вермахт заботился о своих солдатах в достаточной степени, поэтому питание должно было быть разнообразным. Соответственно, понедельник, вторник, среду и так дальше меню отличалось. Я здесь представляю вам меню, к примеру, воскресное. Что же оно себя включало? Итак, у нас на завтрак 350 грамм хлеба, это вот так половина, и чашечка кофе. На обед у нас шло 800 грамм картофеля. В этом плане немцы отличались, поскольку картофель у них шел ежедневно и в большом количестве. Эта порция составляла примерно от 800 грамм до 1 килограмма. Также на обед полагалось 200 грамм яблочного пюре, что также было очень распространено в Германии, то есть, так сказать, традиционное блюдо. В качестве дополнения к картофельному пюре шел еще шли свиные котлетки или отбивные, которые мы сейчас будем готовить. В данном случае остановимся на котлетах. На ужин шло 50 грамм коровьего масла, примерно 200 грамм колбасы и еще 300 грамм хлеба, плюс ко всему какао. На весь день солдат располагал 50 граммами сахара. Итак, что касается сухих пайков, то они были у всех воюющих армий, но здесь мы их рассматривать не будем. Суточный же рацион обычно делился на две части, то есть на холодное питание и на горячее. Холодное питание — это непосредственно колбаса, масло, хлеб и так дальше. Она выдавалась солдату в сухарную сумку. А вот что касается горячей пищи, это могла быть каша, вареный картофель-пюре или что-либо еще, то обычно за ним отправляли подносчиков пищи в ближайший тыл. И делалось обычно это ночью. Поэтому сущность вообще питания солдат вермахта была такова, что питание выдавалось всего лишь один раз в сутки, и это было ночью. Дальше уже солдат должен был растягивать на весь день питание, как он мог или хотел. Немецкие бойцы делали очень много блюд самостоятельно. Для этого были целые трактаты, для этого целые были пособия и учебники. То есть хочешь питаться разнообразно, готовь, как говорится, самостоятельно. Также, что следует отметить, немцы довольно хорошо подошли к вопросу стандартизации и унификации. Вспомним, пожалуйста, канистры, которые дали дорогу канистрам всего мира, ну и также котелок. В общем-то, все армии мира сейчас используют котелок вот такой бобообразной формы, которую придумали именно немецкие солдаты. Сюда входило эдакое подобие сковородки, на которой я сейчас буду готовить 2 свиные котлеты. И сюда входила основная часть котелка, в которую помещалось примерно 1,3-1,7 литра. При этом место приема пищи солдат выбирал самостоятельно. То есть выдавалась какая-то свободная минута, и ты мог есть в окопе, в ближнем тылу и так далее. Приступим. Итак, я сейчас буду жарить котлеты и готовить пюре. Что касается организации вообще приготовления пищи, то немцы в этом случае полагались на, так сказать, полевые кухни, которые еще назывались гуляшные пушки из-за огромной дымовой трубы. Но при этом они имели очень сложную конструкцию, как и многие вот эти немецкие вундерваффе. То есть это было 4 двойных двухстеночных котла, которые были заполнены глицерином, но при этом колеса были деревянные. То есть это были очень сложные конструкции, поэтому довольно часто немцы готовили вот так вот в полевых походных условиях, прямо на костре, используя вот свои универсальные котелки.
Итак, картофель приготовлен. Котлетки, которые мы делали свиные, также готовы. Ну, здесь мы видим, что питание бойца вермахта было, ну, скажем, довольно сытным. По всей вероятности, довольно вкусным, разнообразным. Но распределялось это питание крайне неравномерно в течение суток. Видно, что боец получал половину примерно всех своих калорий именно в обед. Причем, да, кстати, немножко историческое несоответствие. Хлеб в обед вообще не полагался. То есть питались солдаты именно без хлеба. Зато примерно треть всех калорий солдат получал вечером и шестую часть только утром. Возможно, отсутствие супов, которые в принципе не практиковались у немцев, привело к тому, что солдаты очень сильно болели колитами, гастритами и так дальше. У них было несварение желудка и прочие болезни, связанные с пищеварительной системой. Из таких солдат, их было огромное количество. Была даже сформирована целая дивизия. Она была переброшена во Францию. Так и мучилась, в общем-то, пока не сдалась союзникам в ноябре 1944 года. А теперь самая вкусная часть нашего мероприятия, то есть дегустация. Итак, ну, картофель, какой он может быть на вкус? Прекрасная вкусная пюрешка. Котлета получилась на коровьем масле. Очень вкусная, сочная. Ну, то есть обед действительно не только сытный, но и довольно вкусный. В довершении к основному блюду, которое представляло собой пюре и котлету, классический, вполне себе приемлемый, привычный для нас кофе с бутербродом, который включал в себя колбасу и хлеб с маслом. Также сюда входило еще и какао. Нужно отметить, что немцы питались весьма разнообразно, очень сытно и вкусно. И тем ценнее победа, которая была достигнута над таким сильным и богатым соперником. Спасибо, друзья, и ваше здоровье.